Очередное свидание у меня. Привет! Привет! А что у тебя такое немножко грустноватое лицо было? Ой, Нет? не знаю, погода какая-то Погода? пасмурная, да. Пасмурная? Ну, привет, здравствуй. Привет. Ну, а ручки у тебя теплые. Видимо, все-таки не сильно холодно. Я-то все видишь в машине в основном, а ты... неважно. Как у тебя настроение? Ну, знаешь, встретилась с тобой, даже получше стало. Может быть, мы куда-то поедем, покатаемся? Может быть. Сейчас поедем, покатаемся, примем решение. Скажи, пожалуйста, всегда, да, понятное дело, что переписка есть переписка, а не многим не хочется много писать. Еще, я смотрю, такая не особо многословная была. А мне вот интересно, ну, опять же, чтобы мы еще и поняли, куда мы с тобой там сейчас поедем. А что тебе вообще, вот, чем занимаешься в жизни именно по целеобразованию? Какие цели? Чего хочешь? И самое главное, что ты хочешь от мужчины? Для меня это тоже важно. Ты извини, что я сразу таким нахрапом, да, но просто может получиться, что что-то там не совпадет, вот, и мы там не очень хорошо проведем вместе время. А хочется узнать побыстрее. Ну, знаешь, я скажу тебе так, по Давай. поводу цели, образования. Да. Вообще, когда я сюда переезжала, там училась, подрабатывала, тоже уйму времени на это потратила. А сколько тебе лет, прости, не секрет? Мне 20. Ну, серьезно, так и как есть, так и написала, 20, да? да? Все. Угу. Ну, просто некоторые, извини, опять я перебью, я сегодня какое-то бесительное перебивание. Многие занижают или завышают возраст. Я уже обращал на это внимание почему-то в анкетах. Нет, конечно. Почему-то в анкетах. Нет, конечно, я не скрываю, зачем 20 лет, Мой любимый. Только в таксопарке Такси Хайп тебя ждут действительно моментальные выплаты и невероятная служба поддержки. Ну и, конечно же, огромные заработки. Подключайся к таксопарку Такси Хайп, и все изменится к лучшему. Сюда думала получить образование, но как-то не срослось. Поняла, что это не мое. А почему? Ну, сейчас, как бы в современном мире, я считаю, что образование — это просто пустая трата времени. Ну, ты так не считаешь, разве? Это именно в нашей стране или... Да вообще где угодно. И мне кажется, в современном мире это просто, ну, никому сейчас не нужно. Те, кто хотят зарабатывать, зарабатывают, кто хотят отдыхать, они отдыхают. И, ну, мне было лично жаль свои 2 года, которые я потратила на учебу. Это просто самое бессмысленное время, которое я провела. Гораздо было целесообразнее найти какого-нибудь мужчину, действительно состоятельного. Пытаюсь вам объяснить, что пока вы мне не заплатите $300, ничего не будет. И уже там развиваться. Ну, то есть мужчина со стартовым капиталом для твоего развития. Ну да, а как иначе? Хорошая позиция, Ну, я интересная. считаю, что девушкам образование не столь важно. А что важно девушкам? Ну, я же говорю, правильно, найти спутника жизни. А для этого что им нужно? Какими умениями они должны обладать? Ну, или во-первых, что у них должно быть? Ну как, во-первых, это молодость. Так. Ну, красота, соответственно. Так, у тебя с этим все в порядке. Ну, конечно, иначе бы я не размещала такую анкету. Так. Ты думаешь, ты мне один пишешь, что ли, на сайте? Спасибо, что выбрала меня большое сегодня. Пожалуйста, ну, машина вроде у тебя была неплохая на фотографиях, поэтому... Да. Ну, она и вживую. Ей спасибо, тоже можно сказать. И вживую, да. Слушай, ну а какие умения это должны быть, помимо еще красоты? Я не знаю, это может быть что-то еще должно быть, или только красота и молодость, и все? Ну, легкость общения, я думаю, приятное времяпровождение. Вот, приятное времяпривождение, это прям то, что нужно. Ну, конечно, а что еще? Да. Слушай, скажи, а какой масштаб этого стартового капитала? Сколько мужчина, по-твоему, вот этот вот состоятельный, который заменит твое образование, сколько он должен, какой доход у него должен быть? Ну, слушай, у тебя на сайте написано, что ты бизнесмен, верно? Да, так и есть. Ну, ты бизнесмен, ты так. в этом разбираешься. Ну, какой у тебя доход? Нет, ты мне скажи сначала, какой должен быть доход. По-твоему, какой должен быть доход? Ну, от миллиона, я думаю. На миллион я буду прочь дать. 1 миллион дать. Просто... Какой? От миллиона. От миллиона. А что ты так удивляешься? То есть миллион — это нижняя планка? Ну, конечно. Шизофрения. А можно... Меня чуть шею чуть-чуть заклинило, погоди. От удивления. А скажи, пожалуйста, откуда такой
Откуда такая сумма конская? Ну, то есть, почему именно миллион? Как ты считала? Ты вот, позвал девушку на свидание, чтобы спрашивать, как тебе зарабатывать миллион? Нет, это нет. твоя обязанность. Да. Ты должен знать, как его заработать. Я тебе про другое сейчас. Я говорю, откуда ты взяла сумму такую, 1 000 000 рублей? Как откуда? Но Почему именно миллион? Не там 800 тысяч, не знаю, не 2 миллиона. Ну, ты посчитай, Ну, 2 миллиона, хотя ты хочешь, да, желательно побольше. элементарно сходить в ресторан Так. просто на один раз. Да. Ну, 10-15 тысяч минимум. Это в день. Это Так. спортзал. Ну, ты как хотел? К тебе пришла красивая девушка с хорошей фигурой, которая Да. посещает дорогой спортзал, Да. и ты не готов отдать деньги ей на абонемент или что? Нет, я не про готовность отдавать деньги, я про сумму, из чего складываются такие суммы, 1 000 000 рублей. А как ты думаешь, вообще много людей зарабатывают тут миллион? Ну, мне просто интересно, у тебя как вот в этом плане Ну, я мышления? считаю, те, кто хочет, тот зарабатывает. А кто не зарабатывает, они просто не хотят. Им это не в их интересах, я думаю. Им, наверное, нравится просто жить в маленькой каморке, вот так, не путешествовать, в столовку ходить ближайшую. А у тебя приоритеты и путешествия тоже есть, да? Ну, а ты думал сидеть в одном месте, что ли? Ну, я так понимаю, ты не в Простоквашино хочешь, да? Куда-то там поездить, ну, или Суздаль, или Ну, знаешь, те времена, когда я ездила Ессентуки, по нет? деревням, они уже закончились. закончились. А куда бы ты хотела поехать? Ну, не знаю, там, может быть, в Италию, в Испанию. Ну, и тоже почаще, да? Ну, на месяц имеется в виду. А, на Раз в месяц? полгода, конечно, это стабильно. А как, по-твоему, все-таки человек, который работает, скажем, водителем троллейбуса, он хочет зарабатывать? Ну, может зарабатывать, не Ну, может? я считаю, не хочет. А, он не хочет, да, просто? Он просто хочет, там, не знаю, баран. Водить троллейбус? Ну да. Я понял. Он бы хотел, он бы стал бизнесменом. Логично. Точно! Меня больше поражает твоя реакция, как будто бы ты вовсе не какой-то там бизнесмен. Такие удивления, такие шары у тебя, знаешь, выкатываются. Шары? Спасибо. Да, у меня иногда что ты хотел? пучеглазость есть. Где-то у меня такой небольшой Ну, я косячок. заметила. Пучеглазость, да. Так, значит, от 1 000 000 рублей. Ну, ты знаешь, какая история? Я сразу тебе, ну, не знаю, разочарую, наверное. Я не зарабатываю 1 000 000 рублей в месяц. Ну, ладно, И 500 больше для начала того, я даже не... Сколько? Ну, 500 тысяч для начала, или как? Я и 500 тысяч не зарабатываю. А сколько? Ты знаешь, какая история? Я объясню тебе. Я работаю не бизнесменом. Просто если я напишу, что я таксист, то со мной никто на свидание не ходит. Никто не хочет себе в спутнике таксиста. Все хотят бизнесмена с баблом. Поэтому я немножко приукрасил свой статус. Я таксистом работаю. И зарплата у меня, ну, если очень сильно стараться и не вылезать из руля, ну, 120 тысяч в месяц я зарабатываю. Это что, прикол? Нет, Ну, это я- деньги 120 тысяч. Не 120 Нет, тысяч. это просто я наговорила, ты решил как бы вот так меня проверить, да? Или что? Нет. Наговорила там суммы, ты решил планку понизить, посмотреть на реакцию или что? Нет, нет, это правда. Я зарабатываю 120 тысяч, я таксист. Я могу тебе показать в приложении, что я работаю каждый день. Ну а с какой целью ты вообще ставишь в анкете, что ты бизнесмен, выкладываешь вот эту машину? Она что, арендованная на час, что ли, взяла ее? Ну, Последние гроши, что ли, свои соскрябла, чтобы машину взять и меня покатать? Или что? ну, по-другому никак не встретиться. Я еще раз говорю, никто не хочет с таксистом встречаться. Да Особенно никто не молодые девушки красивые. Все хотят встречаться с богатыми. Ну нет, все хотят встречаться со старыми гоблинами. Да. А кто старый гоблин? Да никто. А, то есть, когда я был бизнесменом 5 минут назад, я был симпатичным, а теперь я стал таксистом и старым гоблином? Потому что если бы ты был бизнесменом, извини меня, ты бы мог посещать салон красоты. Сейчас тебе уже ничего не поможет. Со своими 120 тысяч в месяц тебе уже никакой салон не поможет в таком случае. Что я тебе могу сказать? Понятно. Вот, собственно говоря, это с чего я начал, что, может быть, перед тем, как нам ехать, у нас и не склеится какая-то история. Я решил тебе признаться просто, что я таксист. Ну, видимо, я так понимаю, ты... Да ты признаться решил, потому что элементарно меня ни в какой ресторан сейчас повезти даже не сможешь. Что ты признаться-то решил? Ну, ресторан есть Макдональдс. Ну, он сейчас называется «Вкусная точка», как тебе? Это же ресторан. Да, пойдем по акции Маккомбо возьмем, наверное. Ты уже все купоны насобирал, наверное, за месяц, Ну, есть чтобы один раз ходить. Есть такое. Ну, я понимаю, что ты разочарована. Ну, извини, не олигарх я. Ну, Разочарована? Да.
это вообще мягко сказано. Ты издеваешься? Я потратила время, я ехала на другой конец города сюда. Ну, ты хочешь Я сказать, собиралась просто дольше, чем, извини меня, мы сейчас провели с тобой время. Я потратила косметики, одежды и всего больше, чем ты бензина, чтобы сюда доехать. Ну, может быть, все-таки ты подъедешь планку до 120, и мы с тобой... А может быть, ты ее будешь повышать? Пока не могу. Ну, я считаю, что это лишь отмазки, а я не могу быть таким, как ты. Но я хочу Ты не понимаешь, у меня пройдет как бы сейчас молодость, и все. Ты просто мое время тратишь. А с кем мне встречаться тогда? Ну, не знаю, возьми прям разведенку какую-нибудь 50-летнюю, с детьми, может быть. Мне кажется, ну да, что они будут рады. Для них 120 тысяч это ого-го. Ну ты планку-то понизь. С тобой какая нормальная молодая девушка, симпатичная, будет время проводить? Тратить на тебя, извини меня, силы, нервы, косметику просто. Ну вот ты сейчас со мной время проводишь. Ну, извини меня, потому что ты меня обманул, наверное. Ну да, ты ж до сих пор здесь, поэтому... Ну, потому что я до последнего надеюсь, что это Что я стану олигархом вдруг неожиданно? Ну, я надеюсь, что это какой-то прикол не смешной. Нет, это все правда. Потому что на самом деле, как бы, настроение у меня стало еще хуже, чем было до. Ну, извини. Просто разочарование за разочарованием. И что делать будем? Не знаю, тебе советую, наверное, анкету удалить, не позориться больше. Анкету удалить? И волосы пересадить? Чтобы... Ну да, не помешало бы. Как только накопишь, первым делом же побежишь. Ну, хорошо, как скажешь. Ну, так и что делать-то будем в итоге? Ну, я тебе советую не тратить время, и мое личное время, которое стоит очень дорого. Иди просто отдавай эту машину, взятую тобой в аренду, и за какой-нибудь там сбегай продавщицей из пятерочки, познакомься с ней, может тебе что-нибудь и... Перепадет, думаешь? Ну, вероятно. Но это не точно. В общем, ладно, все, давай. Давай. Желаю тебе удачи. Молодьбы и хлебосдачи. Ладно. Давай, пока, придурок. А вот придурок-то почему? Ну ладно, старый я, ладно, старый. Ей 20, мне 43. Будет. Вот мужчины до сих пор, если вы думаете, глядя на себя в зеркало, пыхтя в спортзалах, прорисовывая себе кубики на животе, думаете, что самая сексуальная часть мужчины именно там, вы все ошибаетесь. Самая сексуальная часть мужчины – это деньги. К сожалению. А может и к счастью. Вот, поэтому бросайте на спортзалы, а бегите зарабатывать бабки. И вы будете очень привлекательны. Видите? Когда ты с бабками, ты уютный медвежонок. А когда ты без бабок, ты жирное говно. В общем, вот такая хуйня. Поэтому, друзья мои, делайте выбор в какую-нибудь пользу. Лучше, конечно, и зал, и бабки, но не всегда это получается. Особенно, если вы хотите молодых и красивых. Что-то мне взгрустнулось, и чувствую, волосы побежали опять от меня, лысею, старею. Видимо, все-таки нужно мне и правда переходить на женщин постарше, так скажем, поопытней, с детьми, включать им здесь Стаса Михайлова и под песню «Разведенка ты моя, разведеночка» предаваться любовным утехам. Короче, пишите девочку на оценку. Мне кажется, она симпатичная, но сильно больно круто берет. Ну, не зарабатываю я 1 000 000 рублей. А если бы зарабатывал, думаю, кастинг проходил бы в другом месте. Но это уже другая история. Пишите. Итак, мы вышли на улицу с одним единственным вопросом. Какой таксопарк в России вы считаете самым лучшим? Послушаем, что отвечали люди. Такси хайп. 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 Такси хайп.
Лучшие. Ну что ж, все говорит само за себя. Звоните или пишите в WhatsApp, номер которого вы увидите в описании. Все очень просто. Подключайся в парк Такси Хайп, и будет тебе счастье, куча бабла и много-много позитива. Удачи!